Здрасте, здрасте. Ой, у меня слабый голос, так слышно? Да. Спасибо. Как этим пользоваться? Меня зовут Вадим Башуров, ударение на первом слоге. Я приехал не из Москвы, а из Арзамаса-16. Вот, Арзамас-16 разрабатывает атомные бомбы, вот моя визитка. Мы везде ходим с айфонами. На айфонах стоит программа, которая меряет уровень радиации. Вот, я на всякий случай, если вы не против, включу, чтобы померить. Да? Вот. Уровень радиации здесь довольно нормальный, да? В норме. Да, и как только зазвучит, это значит уровень радиации повышенный. Можем проверить, в принципе, каждого из людей. Нормально. Мерили. Ну где вы ходили? Бета и гамма излучения мерили. А как она меряет? Вот здесь вот человек ходил по какому-то опасному месту, а у него ботинки фонят. Теперь непосредственно по докладу. Значит, это доклад для тех, кто сам пишет программы для... пишет программы для айфона и хочет на этом заработать денег. Я для себя открыл я для себя решил эту задачу, и поэтому решением этой задачи хочу поделиться в этом докладе. Значит, для начала начальные условия задачи, которую мы решаем. Значит, я начал разрабатывать для айфона программы в 2009 году. То есть, вот, в сентябре исполнилось 2 года, как я 3-й раз продлил сертификат разработчика. Значит, разрабатываю я в свободное от работы время, но частично мои разработки пересекаются с работой. Я иногда на работе занимаюсь разработкой медийных и игровых программ для мобильных телефонов. Значит, знание языка программирования у меня, я считаю, ниже среднего, поскольку я математик. Но разработкой и игрой в логические игры, в том числе карточные, я занимаюсь с рождения. Ну и кроме того, полное отсутствие какого-либо художественного и музыкального образования. Поэтому, если есть в зале люди, которые соответствуют хотя бы 3 из этих 5 условий, то этот доклад им будет интересен. Есть такие люди в зале? Поднимите, пожалуйста, руки. Так, есть в зале люди старше 3 лет? Поднимите, пожалуйста, руки. Не все подняли, поэтому коэффициент достоверности примерно 0,4. Значит, сначала я разрабатывал игры просто для себя, поскольку iPhone подразумевает, что человек, у которого есть математические и физические знания, он должен их реализовать в этом чудесном устройстве. Использовать акселерометр, использовать графику, использовать микрофон и так далее, все те возможности, которые есть в этом аппарате. Значит, в первый год я написал свою игрушку, которая у меня была до этого в веб-интерфейсе реализована, а также для телефонов Nokia на языке Java ME. Java to ME, так называемый обрезанная Java для мобильных разработок. Я ожидал, что, читая чудесную историю, как все становятся миллионерами, что я стану миллионером тоже, поскольку к тому времени уже было примерно продано порядка 70 миллионов айфонов. Ну и заработал до конца года примерно $200, то есть 300 скачек было моей игрушки. После этого, значит, я зашел, мне показали сайт App.Ani, на котором написано, сколько в магазине Apple лежит приложений. На сегодняшний день там лежит порядка 500 тысяч приложений. Это все равно, что вы придете в магазин покупать сыр, и там будет лежать 500 тысяч разных сортов. И как вы найдете свой любимый сорт сыра, или тот, который вам рекомендовал друг, я затрудняюсь ответить. 500 тысяч сортов сыра лежит в магазине, 100 тысяч разработчиков из 100 стран мира. И какая бы гениальная ваша программа ни была, какой бы вы ни были гениальный художник, музыкант, разработчик, если вы ничего делать не будете, ваша программа будет случайно скачивать 1-2 человека в день. Ну, мне показалось, что пускай скачет 1-2 человека в день.
я напишу 100 игр, значит будет 100-200 случайных скачек в день, умножаем на 30, получается 3000-4000 долларов в месяц. Неплохой заработок. На 26-м приложении я загнулся, но к тому времени, за 2010 год, я стал получать примерно 150 долларов в месяц от своих 26 приложений. Некоторые из них оказались хитовыми, их скачивало по 5 иногда, по 6 человек в день. Некоторые вообще никак не скачивают, они так и умерли. Вот в результате, вот сейчас, вот, допустим, я вышел на уровень примерно 300 долларов в месяц вот от тех приложений, которыми никак не занимаюсь, никак не рекламирую, просто они лежат там и лежат. Ну, и все, это, видимо, мой потолок, и больше я не достигну. Возможно, только меньше. После того, как я, значит, понял концепцию текущего состояния в магазине в сфере бизнеса с фирмой Apple для программ, разработанных под iPhone и iPad, на меня наконец вышел человек, издатель, который сказал: слушай, что ты мучаешься? У тебя уже там 26 приложений, на самом деле там и даже уже и больше, наверное. Давай, я дам тебе заработать денег. Хорошо, сказал я, давай, заработай. Вот. И этот издатель, значит, он вышел у меня, потому что я на Хабра-Хабре написал статью про какую-то там очередную свою игрушку для айфона. Не рекламную, а просто там некие девелоперские были эксперименты и полезные штуки. Вот. И первый вопрос, который мне задал издатель, он сказал: а какую игру будем продавать? После этого я понял, что ни одна из 26 моих игр, она не готова для продажи. В каждой есть недостатки, которые я знаю и которые мне лень было доделывать. Ну, в общем, после этого пришлось выбрать одну из игр, показать ее издателю. Он сказал: слушай, ну это такая игра, я даже не буду ее забирать у тебя деньги. Давай, все 100% денег, которые мы получим от нее, ты заберешь себе. А ты за это на Хабра-Хабре напишешь хорошую статью про нас и будешь выступать на всех конференциях, ну, типа, меня рекламировать. Я говорю: хорошо. Тогда эта игра, значит, она не здесь. Игра называется «Саровские башни». Сам я город Арзамас-16, и, соответственно, сейчас он получил обратно свое историческое название Саров. Как известно, там жил последний святой, канонизированный на Руси, Серафим Саровский. Ну и, соответственно, там есть знаменитая Саровская башня, с которой он 2 раза упал. Первый раз он упал случайно и стал святым, а второй раз он через 17 лет упал 2-й раз, чтобы проверить, действительно ли он по правильному пути пошел. Вот. И все здесь православные? Понятно. Вообще никого. Либо атеисты, либо мусульмане. Вот. И значит, после того, как издатель посмотрел на мою игру, он сказал: нет, я тебе 100% отдавать не буду, разделим деньги 50 на 50. Ладно, хорошо, мне все равно. И издатель сформулировал кратко ту концепцию современного состояния магазина App Store, которую я сам пришел самостоятельно. Концепция это следующая. Зарабатывают деньги только те люди, чьи приложения находятся в топ-25 Соединенных Штатов Америки, магазина App Store. Все остальные жалуются на жизнь, сосут лапу. В общем, после того, как я сказал, значит, это полностью соответствует моему мировоззрению, что мы делаем? Он говорит: все очень просто, ты выпускаешь это приложение бесплатным, размещаешь, значит, от тебя требуется 3 девелоперские вещи. Первое, на всех страницах разместить рекламу, и в приложении сделать кнопки за $1 убрать рекламу и за $1 купить еще какие-нибудь интересные штуки. То есть всем, кто будет заниматься таким делом, нужно будет сделать эти 2 необходимых действия. Ну и кроме того, третье действие, которое мне пришлось сделать, я ошибочно делал все приложения под разрешение 320 на 480, поскольку в моем владении был старый iPhone. Оказывается, что это неправильно, и нужно все делать давным-давно уже под разрешение 640 на 960. В этом случае ваша графика на четвертых и на 4S айфона
конечно, неизмеримо выигрывает, чего и требовал от меня издатель. Итак, таким образом, 3 необходимых действия, на которые я потратил примерно 4 дня, я сделал для издателя. И для игрушки вставил везде рекламу, переписал графику в 4 раза более лучшем разрешении и поставил 2 кнопки «Купить расклады», «Купить там, участие в ежедневном турнире» и одновременно с покупкой убрать рекламу. Все, поехали. После этого я с удивлением, значит, это все произошло в конце августа, и издатель, значит, начал раскрутку с магазина в Британии, United Kingdom, Великобритания. Wow. Неожиданно игра за день, значит, взлетела, даже неожиданно даже для него, они обычно 3 дня ее раскручивают, взлетела на 1-е место, и после этого он ее смело двинул в топ 25 Соединенных Штатов Америки. Ну вот примерно график, как версия для iPad этой игры висела в Соединенных Штатах, похвастаюсь. Да? То есть она вот месяц прошел, да, с какого там, с сентября 11 по октябрь 16, когда я готовил последний слайд презентации. Вот она была почти все время в топе 3. Было одно падение, там 2 что, но потом они, видимо, опять начали ее раскручивать и пустили дальше. И теперь цифры заработка цифры скачек по этой программе. Вот сколько скачивал народу. Что это? Загрузка, да? Непонятные циферки. Короче, за месяц скачало 1 миллион человек. 873 тысячи скачала версию для iPad. Версию для iPhone скачала 1 800 000. Значит, доход от покупок для версии для iPad за этот месяц 10 тысяч человек купил. Ну не 10 тысяч, Это за месяц? это 70%. Да, это за месяц. Но она месяц была. То есть 15 тысяч покупок, 10 тысяч с чем-то заработок. Значит, 70%, как известно, Apple отдает разработчику, 30% отдает себе. Еще до того, как игру стали раскручивать, издатель сказал мне, что из скачавших ровно 3% купят ее изнутри из приложения. То есть, если у вас скачало 1 миллион человек, 3% это сколько? 30 тысяч покупок умножаем на 7, на 0,7 получается 21 тысяча долларов. В общем, все примерно правильно коррелирует. То есть для того, чтобы вы хотели, чтобы вы заработали 40 тысяч долларов, нужно, чтобы 2 миллиона человек скачало, и так далее, и так далее. Цифры очень простые. Значит, но это от скачек, а от рекламы доход от рекламы оказался в 3 раза больше. При этом реклама работает только в Соединенных Штатах. То есть я не стал размещать гугловскую рекламу, поскольку я ленивый программист и решил ограничиться только Apple'ской рекламой. За этот период, таким образом, 27 тысяч долларов упало от рекламы. 27 плюс 11 получаем 38. Половину забирает издатель. То есть на iPad приложении получаем 19 тысяч долларов. Неплохой заработок. Для iPhone приложения все еще гораздо круче. Вот победные цифры. В день я зарабатывал до 6 тысяч долларов. Кто-нибудь из вас заработал в день по 6 тысяч долларов? Ну, я вам всем этого желаю. Думаю, что 1% из прослушавших доклад этого достигнет. Здесь еще какие-то цифры. Это что такое? Да. Ну, в общем, красивые графики и так далее, и так далее. Значит, они немножко отражают то, как работает издатель. Я думаю, что он работает следующим образом. Поскольку приложение бесплатно, у него есть, скажем, 100 тысяч аккаунтов в App Store. Для того, чтобы завести 100 тысяч аккаунтов, вам нужно иметь на всякий случай 100 тысяч долларов, которые вы не потратите, но просто откроете хотя бы виртуальные счета. После этого вы планомерно скачиваете нужное вам приложение в нужных пропорциях с ваших бесплатных аккаунтов.
оно начинает подниматься в топе. 5000 закачек в день, 10 тысяч закачек в день. После этого, как оно вышло в топ, его уже другие люди начинают качать. Если приложение более-менее удачное, то вы будете держаться 2-3 дня в топе. Если вы 2-3 дня в топе держитесь, каждый день вам будет приносить минимум по $3000. Вот такая простая, грубая арифметика. К сожалению или к счастью, вот на данный момент, я думаю, в течение года-двух эта практика будет действовать в App Store. Поэтому глупо этим не воспользоваться. Ну, теперь информация для... Все понятно по маркетинговой программе. В общем, вы ищете издателя, он... Сейчас все вопросы в конце. Да. Вы ищете издателя, он... Договариваетесь с ним, он раскручивает ваше приложение, деньги делите пополам, далее выпускаете следующее приложение. Значит, для разработчиков какие полезные программы я использовал? Значит, во-первых, нужна библиотека для механизма покупок внутри вашего приложения, Purchasing App, так называемая. Для этого в Google ищите кодовую строчку MKStoryLib, скачиваете этот проект, и я вот один в один его использовал, не поменяв практически никаких строчек, кроме ссылок на свои, на бендл своего, на указатель своего приложения. Значит, ну, естественно, при регистрации в App Store я с этой программой я всегда путался, в какой последовательности регистрировать приложение, потом регистрировать покупки в этом приложении, поэтому будьте всегда внимательны. Я 2 раза прокалывался, выкладывал приложение, думая, что покупки работают, на самом деле они не работали. Ну, в общем, потерял какие-то информации. Значит, второе, что нужно от разработчика, это размещение рекламы. Ну, тот пример, который лежит для разработчиков в самом developer.apple.com на сайте. Пример, он отличный. Единственное, что в нем есть небольшая засада. Когда вы в тестовом режиме нажмете кнопочку «Отменить показ рекламы», ваше приложение покажет черный экран. Оно незаметно от разработчика уводит весь игровой экран на 500 пикселов вниз, и почему-то никто об этом не пишет, его нужно потом обратно возвращать. Так что внимательно тестируйте свое приложение при размещении рекламы. Так, ну и все, краткий вывод. Я вот его координаты, как обещал, своего издателя. Это некто Павел Голубев. Вот он любезно согласился на то, чтобы я разместил, отдал вам его скайп. Значит, сама игрушка, на которую я заработал на сегодняшний день 1 миллион рублей, в веб-варианте находится на сайте www.bashny.org. Ну, в общем, вкратце все. Спасибо. Вопрос. С самого начала, когда упоминали про разрешение, что там с 4-го айфона или до 4-го, там низкое или высокое, как рисуется 2 комплекта графики или более высокое, но не так уж сильно напрягает. И третий из ваших возможных исходов событий, чтобы там можно рисовать какие-нибудь SVG или CSS, или еще сильнее напрягать процессор, чем более высокое разрешение. Ну, по графике скажу, что никаких проблем для разработчика нету, все делается в одном разрешении, грубо говоря, 320 на 480 в редакторе интерфейса, но при этом вы должны сами делать графику более высокого разрешения, она на 4-м айфоне покажется правильно, независимо от вас. А так все будет, вы должны сделать scale to fit для каждого контрола, который в редакторе интерфейса вы заводите, и все. То есть вы должны, единственное неудобство для разработчиков, нужно обязательно проверять на старом айфоне, ну, в смысле, скажем, на 2-м, на 3-м айфоне и на 4-м, как выглядит ваше приложение. А разработка, она одна и та же для всего. Нужно пользоваться только родными инструментами. Но я не сторонник этого.
Так, еще вопросы есть? Да, пожалуйста. Тут скорее, наверное, Павлу Голубеву вопрос, да? Он только в личной версии так переведет, да? По-моему, Только с такой моделью монетизации? ну напишите ему. То есть вам неизвестно? Да, мне неизвестно. Но все те примеры, которые он мне предлагал, когда заманивал, все были бесплатные. И игры были ужасные. То есть ничего не зависит от качества игры, иконки, геймплея. То есть 10 тысяч долларов с любой игры вы получите. Но если в ней есть оригинальный дизайн или оригинальный геймплей, или хотя бы даже оригинальная иконка, то денег будет больше. Коэффициент большести зависит от вашей гениальности. И, возможно, от вашей удачи. App Store уже иногда зависает, скажем, на 2 дня. Если он зависит на 2 дня, когда вы на первом месте, ваш доход увеличится в 3 раза. Все, вопросов больше нет? Да, пожалуйста. Я не знаю, наверное, нет у вас на этот вопрос, а почему не заманивать издателя? Это же несколько противоречит цели Apple, чтобы в топе висели только приложения, которые нравятся людям. То есть как можно держать столько времени? Ну, я про этих ребят слышал еще месяца 2 назад, наверное, как можно столько времени держать сотни ботов и не попасть? Есть у вас смысл? Ну а как вы определите, что это бот или не бот? Ну как, есть же столько времени. Тот же поведенческий фактор Apple хотел очень быстро. Ну понятно. Мне кажется, это настолько чистая схема. То есть в топе висят только по количеству скачек. Apple сама... Ну, да, если полмиллиона приложений, она замучается следить. Давайте не замучимся. Она имеет 30% с прибыли. Конечно, что, плохо, что ли? Скажите, а файл презентации можно будет скачать? Да, конечно, потом будет. Все, передаю организаторам микрофон. Спасибо. Спасибо, Вадим. Аплодисменты.